Здравствуйте, меня зовут Юлия Сайфан. Я сегодня рассматриваю один из моих последних этюдов. Пока не забыла, как я его писала, могу вам рассказать. Ссылку на фотореференс вы найдете под этим видео. Почитаю ставить и писать натюрморты непосредственно с натуры, но иногда хочется, вот нет у меня герани, захотелось написать по фотографии. Последний месяц я пишу на листах А3, разделяю их на 4 части. Получается формат А5, который можно за полчаса, за час заполнить очень просто. Сегодня я вам покажу, какие цвета использую в этом натюрморте, а потом вкратце расскажу, как я писала эту работу. У меня осталось видео. Зелени цветка я использую виридоновую зеленую. Вообще ее пользую очень часто и много. У меня тюбик Winsor Green от фирмы Winsor & Newton. Это морская синяя. Можно назвать это цвет морской волны. Это у меня тоже в листве присутствует. Листва у меня от теплых зеленых до холодных зеленых. Я надеюсь, вам видно. Эти два цвета, они похожи между собой и могут взаимозамещать друг друга вполне. Покажу, какими цветами я писала цветы. Маджента, я считаю, необходимая краска в любой палитре, потому что нужно писать часто холодные красные, и тут она незаменима. На цветах герани я использую готовый цвет, это коралловая красная. Любой профессионал замешает себе подобный цвет, но мне удобно пользоваться ей непосредственно с банки. Видите, лежит она у меня отдельно, я ей пользуюсь не так часто. Кстати, эта коробка слева отличная, просто коробка для пищи, и туда я положила 2 слоя ванночки с краской. Теперь о светлых зеленых. Любой зеленый светлый, он уже разбеленный у меня. Чуть желтого туда, вот и будет вам солнечный такой свет. То, что называется leaf green, лиственный зеленый. В листве я также использую желтый, желто-оранжевый chrome yellow, он у меня называется. Я бы назвала его цветом желтка. Цвет, которым я писала горшок, это жженая сиена. Где падает свет на подоконник, у меня есть готовый цвет. Я беру его непосредственно с банки. Это замешанная флуоресцентная розовая краска с белилами. Открою банку, покажу вам, что внутри, потому что она действительно сильно отличается от того, что в работе. После того, как я раскрываю цветовые и тоновые отношения, я перехожу к карандашам и покажу сейчас, какие основные цвета я для этого пользую в любой своей работе. У меня арсенал холодных красных, бордовые, фиолетовые, коричневые. Я показываю вам для примера основное, но вообще я пользуюсь всей этой коробкой одновременно, потому что есть что-то теплее, что-то холоднее, я работаю по обстоятельствам. Теперь о холодных цветах карандашей. Придвину немного, чтобы было удобно их брать. Синие и зеленые цвета, схожие с тем, что есть в зелени герани. К примеру, цвет морской волны, ультрамарин,
Для примера покажу вам теплый зеленый. Простой диапазон карандашей. Могут входить любые коричневые, любые зеленые, любые синие. Вот еще краска из банки, флуоресцентный желтый с белилами. Это идентичный цвет в мелке. Оставлю вам ссылку на видео, где я замешиваю пастельные цвета гуаши. Сейчас непосредственно к этапам этой работы. У меня немного протонирован лист розово-бежевым цветом. Намечаю немного рисунок и перехожу к основной массе цветов. Смотрю, как будут мои синие сидеть сверху этого фона розоватого. Хожу с синим по всем тональным ударам. То есть все, что будет у меня темное, я сразу его намечаю. Ставлю удары цветов таким оранжево-красным. Я думаю, что это вермиллион. На первом этапе у меня был. Важно отметить, что по рисунку у меня, конечно же, есть искажения. Я не задумывалась о том, как будет сверху вниз окно. На фотореференсе у вас больше информации по рисунку, чем на моей работе. Работа у меня в контражуре против света. Это значит, что на самих цветах будет у меня по периметру светлое, а внутри темное. Цвет горшка сажу на место. Смотрю, как он сидит в окружении других цветов рядом. У меня идет поиск рисунка, каким образом находятся эти шапки цветов на зелени. Разбираюсь с окном. Умышленно у меня, как на фотографии, идет перспектива сниженная сверху вниз. Чистым из банки коралловым красным я пишу плоскости шапки цветов, которые повернуты к свету. Уплотняю то, что у меня за окном, штрихую карандашами. Удобство этой техники в том, что когда уже прописаны основные элементы гуашью, карандашами рисуешь по чуть-чуть, контролируя ситуацию, не так экспрессивно, как в начале, прокладывая большие пятна. Вот из сполохи желто-оранжевого на листве немного интереса вперед, не все по силуэту, как будто и сверху тоже падает освещение. Касаюсь также на самих цветах этим желто-оранжевым, дабы объединить эти цветы с их зеленью. Заканчиваю сегодняшнее видео. Спасибо, что были со мной целых 9 минут. Благодарить меня можно подпиской, комментарием, лайком. Спасибо большое. Будем на связи. Я на все комментарии отвечаю. Всего доброго. До свидания.